сегодня лекция будет посвящена, собственно, тому, как восстанавливался и отстраивался наш город после пожара 1812 года, о котором, я думаю, все помнят еще из школьной истории, из школьной программы. Собственно, о том, как преобразился и изменился наш город, и пойдет сегодня речь на лекции. И так довольно здорово получилось, что сегодня все новостные каналы, наверное, по телевизору, в интернете, все писали именно об этих событиях, которые произошли 205 лет назад, потому что именно 14 сентября, 2 сентября по старому стилю 12 года наши войска покинули Москву, и, собственно, французы вошли в древнюю столицу нашего государства. Пожар был чудовищный. Да, обязательно с этого стоит начать. Уничтожил он 3/4 всех строений в городе, поскольку Москва к тому моменту была по большей части деревянной, каменными были постройки монастырские, церкви, храмы, какие-то жилые здания богатых людей. И, конечно, потери вот эти именно с архитектурной и инженерной точки зрения были колоссальными. Зрелище было тоже впечатляющим, фантастическим, если так можно сказать. И именно поэтому на тему московского пожара сохранилось огромное количество гравюр, живописных работ, как русских художников, так и европейских, и англичане, и французы. Все каким-то образом старались запечатлеть это событие. Причем иногда художник никогда не видел Москву и рисовал ее по каким-то словесным воспоминаниям. Это получались такие какие-то собирательные образы европейских городов, но, тем не менее, сам Наполеон писал своей жене, описывал это событие следующим образом. Это было огненное море, небо и тучи казались пылающими. Горы красного крутящегося пламени, как огромные морские волны, вдруг вскидывались, подымались к пылающему небу и падали затем в огненный океан. Это было величественнейшее и самое устрашающее зрелище, когда-либо виденное человечеством. Пожар продолжался примерно неделю. В Москве орудовали и мародеры, при этом солдаты французской армии, отступая уже, потом покидая Москву, заминировали многие строения, в первую очередь Московского Кремля, и колокольню Иван Великий, которую вы сейчас здесь видите, и башни, и стены Кремля, и Петровский арсенал, самое мощное такое старое здание Кремля. И, конечно, разрушение центра города, именно намеренные, да, целенаправленные, тоже имели место. Вот на этой вот схеме, на этом плане вы можете увидеть черным цветом, видно мышку, да, на мониторе? Черным цветом обозначены разрушения Московского Кремля, самого центра Москвы, после пожара 12 года, уже после отступления французов. То есть то, что увидели наши войска, войдя в опустошенную Москву. Как вы видите, почти половина здания арсенала было разрушено, лежало в руинах, пострадала Никольская башня, обгорела Грановитая палата, постройки, примыкающие к колокольне Иван Великий, сгорел Кремлевский дворец, на месте которого потом уже в середине XIX века Константин Тон построит, тот, который сейчас стоит в центре Кремля, и другие части стены вот здесь вот черными участочками небольшими обозначены. Как только все эти разрушения были зафиксированы, да, вот здесь мы видим рисунок архитектора Бакарева, который отстраивал многие здания впоследствии в Москве и, собственно, визуализировал то, что он видел в 2012 году. Мы видим, что зрелище было ужасающим. Сориентировались, откуда сделана эта гравюра? Внизу протекает река Неглинная. Да? Вот здесь остатки Петровского арсенала, стена, обращенная к нынешнему Александровскому саду. Вот Казаковский сенат с его куполом и колокольня Иван Великий, который виднеется вдали. Разрушена Никольская башня и часть торговых построек на Красной площади. Конечно, центр, самое сердце Москвы нужно было привести в порядок в первую очередь. Перед вами разрушение колокольни Ивана Великого, от которой сам столб
самая древняя часть этого сооружения, не дрогнула, не разрушилась, несмотря на то, что по всей ее длине прошла вертикальный такой разрыв, разлом. А примыкающие к колокольне пристройки, звонница и Флорецкая пристройка, они полностью были разрушены. И когда архитекторы в 1813 году обследовали сам столб, Иван Великий, они долго спорили, что делать с этой трещиной, с этим разломом. Разобрать колокольню, собрать заново, либо как-то стягивать, перекладывать верхние ярусы. Да? Но в итоге в процессе обследования один из участников решил позвонить в колокола, оставшиеся еще на месте, и когда все люди, которые находились внизу на Соборной площади, услышали этот звон, то вместе с эмоциональным подъемом было принято решение укрепить сохранившиеся кирпичи, сохранившуюся кладку, и раз столб выдержал нашествие французов, да, не пал и под Наполеоном, значит, он простоит еще и больше 200 лет, сколько ему на тот момент было. Рядом же с колокольней были в тех же самых объемах, да, восстановлены исторические пристройки с небольшими дополнениями уже новой моды, нового времени. Это, как вы видите, вот небольшая рустовка, да, по углам звонницы. Никольская башня, Никольские ворота были разрушены почти наполовину. Как вы видите, верхняя часть вместе с изящным готическим, причем новым к этому моменту, готическое завершение, вот это вертикальное вытянутое, было добавлено к башне в начале 19 века, в 1806 году. И вот через 6 лет буквально французы уничтожили эту надстройку. И башня была разрушена до образа святителя Николая. Конечно, это было сочтено символом, знамением, и было принято решение восстанавливать башню. И здесь снова у архитекторов возник спор, как именно ее восстанавливать. Часть из них была за то, чтобы восстановить башню в большем объеме, сделать ее шире, выше, мощнее, используя при этом уже имеющийся старый кирпич с Китай-Городской стены. Архитектор Осип Иванович Баве, о котором мы подробнее поговорим буквально через пару минут, настаивал на том, чтобы использовать исключительно новый кирпич, гораздо лучшего качества, да, современный, по современным технологиям, обжигаемый и делаемый, и выстраивать башню точно в тех пропорциях, которые были зафиксированы до момента ее разрушения. В итоге Баве в своем мнении победил, и башню отстроили по его проекту. Правда, в самом конце уже он отошел от этого процесса, от этого строительства, и уже доделали за ним Никольскую башню его ученики. Что же в результате получилось? Вот фотографии уже конца XIX века. Как вы видите, восстановлен был высокий шатер, готические элементы, вот эти треугольные сандрики. Баве же для придания еще большей готичности башни добавил по углам четверика вот такие декоративные маленькие башенки, которые напоминают нам пинакли готических соборов европейских. Да? А справа и слева от башни были добавлены маленькие часовенки. Сам же шпиль, сверху шпиль или шатер, по-нашему, вместо кирпичного, которым он был до пожара 2012 года, был установлен шатер, облегченный на металлических конструкциях, специально по протекции, по инициативе Осипа Ивановича Баве. Арсенал. Специально в презентацию включила вот этот лист разрушений арсенала и проект его восстановления. Как вы видите, в тех же самых размерах, ширина стен, ширина оконных проемов, материалы, все было использовано такое же, как и во время его постройки при Петре I. Как же восстанавливалась и отстраивалась Москва за пределами Кремля, и, собственно, кто всем этим руководил?
В 1813 году Александр учреждает специальный орган – комиссию строений города Москвы, в которую входило огромное количество архитекторов, самым выдающимся и главным среди которых становится с течением обстоятельств и времени Осип Иванович Баве. Эта комиссия должна была заниматься всем, что касалось стройки в Москве. Во-первых, восстановление древних памятников Кремля, о которых мы буквально пару слов только что сказали, строительство новых жилых зданий в Москве для того, чтобы людям было где селиться, потому что ситуация была катастрофическая, беднота, беднейшие слои населения ютились в каких-то каморках, в монастырях, в лавках, в общем, в каких-то сараях, в глиняных избах на окраинах города. Нужно было строить нормальное жилье. Во-вторых, архитекторам было поручено систематизировать как-то этот процесс, сделать так, чтобы новые строения выстраивались в заранее продуманный ансамбль. Что это обозначает? Необходимо было разработать генеральный план строительства города Москвы, который, сейчас мы увидим, в каких-то своих чертах напоминает знаменитый сталинский генплан 1935 года, который сейчас многие ругают. Но в начале XIX века все было примерно так же. Как осуществлялись работы? Сама комиссия делилась на два отделения. Первое отделение занималось исследованием в натуре. То есть архитекторы, зоархитекторы, их помощники выезжали на место, обмеряли площади, пустыри, измеряли существующие строения, изучали почву и грунт. Второе отделение занималось разработкой фасадов и планов будущих новых строений. На первом месте при этом были именно фасады. Почему? Архитектор, как творец, да, создатель, разрабатывал внешний облик здания. А что будет внутри, за это отвечал уже хозяин будущего строения, заказчик, да, который, собственно, и оплачивал весь этот процесс. При этом второе отделение вот этой комиссии строения города Москвы отвечало также и за то, как именно притворяется в жизнь то, что они напроектировали на бумаге. То есть они следили за тем, чтобы работы все выполнялись строителями правильно. В результате первых лет работы этой комиссии к 1917 году был утвержден генеральный план города. Главным архитектором в этой работе, главным автором выступил Осип Иванович Баве, вот портрет которого вы можете внизу видеть на этом слайде. Что же включал в себя этот генеральный план? Во-первых, уменьшение плотности застройки, да, разреживание строений. Во-вторых, спрямление и расширение улиц, да, то, с чем наш город столкнулся в 30-е и 50-е годы. Улицы предполагалось делать не уже 10 сажен, это примерно 15 метров, а переулки не уже 6 сажен, да, это около 9 метров. По генеральному плану предполагалось создать ансамбль новых общественных зон в Москве, то есть кольца площадей вокруг Кремля. Красная площадь, Театральная площадь. В общественное пространство попадают и зеленые зоны. И вот здесь, вот на этом плане, уже 24 года, правда, но мы видим зеленый островок Александровского сада, который был разбит как раз после пожара 2012 года. В основе генерального плана и в основе ансамблей площадей и улиц, то есть композиции, как они будут выглядеть рядом стоящие сооружения, в какую картину они будут складываться, конечно же, были положены основы регулярных планов эпохи классицизма. Симметрия, центральная ось, доминирующее строение, расположенное по центру, и, соответственно, соотношение внешнего облика строений, которые обращены друг к другу или на одну улицу, на одну площадь. По этому же генеральному плану 2017 года было разбито Зеленое кольцо на месте срытых укреплений земляного вала. Нынешнее Садовое кольцо, хотела сказать, от зеленых насаждений, которого ничего не осталось, но вот в недавнее время обратно вернули деревья. Я надеюсь, что они приживутся, потому что, конечно, такая широкая улица нуждается в них. При этом хозяева новых
особняков, жилых домов на новом Садовом кольце обязаны были устраивать перед фасадами своих строений палисадники. То есть украшать за свой счет улицу для прогулок горожан. Москва делилась на 4 участка, за каждым участком был закреплен свой архитектор, но, как всегда у нас происходит в нашей стране, была некоторая путаница. У центральных участков, у Арбатской, Пресненской части в первом месяце вообще не было никакого главного архитектора. И как-то так произошло, что в итоге за все отвечал Осип Иванович Баве. Да? Если так вкратце, не вдаваясь в подробности. Как все это происходило? Сначала поговорим о жилье. Баве вместе со своими помощниками, сотрудниками второго отделения комиссии строений города Москвы берется за составление образцовых проектов жилых домов. Вот слева вверху вы можете видеть проект небольшого одноэтажного кирпичного дома, да, перекрытого 4-скатной кровлей с прямоугольными окошками и с какими-то крайне схематично показанными на этом чертеже карнизами, рустом, да, вот этой выделенной цокольной частью и так далее. Такого рода типовые проекты можно было комбинировать. Есть был составлен проект типовых наличников, типовых фронтонов, типовых наложенных портиков, которые изготавливались из таких же типовых гипсовых деталей, декора. Да? Именно поэтому в Москве можно увидеть, казалось бы, старые особняки, да, вот первой половины 19 века с одинаковыми фризами. На одной улице такой фриз увидели, потом на другой улице такой же фриз. Что это? Как такое может быть? Советская реставрация? Нет. Да? Типовые элементы использовались еще тогда. Почему? Ответить очень просто. Нужно было быстро, дешево и очень много построить. Другого варианта невозможно. Точно такая же ситуация у нас складывается после Великой Отечественной войны. Все ругают хрущевки несчастные, но другого способа обеспечить людей жильем просто не было. Итак, по подобного рода типовым элементам и проектам отстраиваются дома в Москве. Дом купца Глазунова, как вы видите, простой плоский портик, рустованная часть, а поскольку это купеческий дом, внутри которого предполагалось, хозяин устроил квартиры для сдачи их в наем, квартиры с лавками. То есть сюда должны были приезжать люди, чтобы торговать своим товаром. Первый этаж отводится под лавки, видите, дополнительные входы в здание с улицы, а по центру проездная арка во внутренний двор. Дом Красильникова с таким же наложенным портиком. И вот внизу дома Колобашниковых, 2 строения, находящиеся на одном домовладении, на одной территории, находим хозяин, как видите, абсолютно одинаковые с точки зрения архитектурного решения фасадов. Одинаковое оформление дверных проемов, наличников, выделение нижней части рустом, несмотря на то, что это 2 разных дома. Но были, конечно же, и индивидуальные, так скажем, проекты. И самым интересным, самым замечательным и, к сожалению, утраченным сейчас памятником становится дом Гагарина на Новинском бульваре, который был построен как раз в 1917 году, тоже по проекту Осипа Ивановича Баве, и представлял собой новый тип городской усадьбы. Чем же этот новый тип отличался от старого? Чтобы вы себе представили, как выглядела городская, не загородная, а именно городская усадьба конца XVIII века, да, эпохи Баженова, Казакова, можно вспомнить просто дом Пашкова. Из чего он состоит? Главный дом, боковые флигели, огромный внутренний двор, курданер, по которому разворачивались кареты, которые перевозили хозяев или гостей в гости. Дворовый фасад или садовый фасад чаще всего был обращен к саду или парку. В том же доме Пашкова был большой сад, который доходил до середины нынешней Маховой улицы. То есть была огромная территория, да, изолированная от внешнего мира. Сейчас же, после пожара, здания отстраиваются несколько по иному решению. Главный фасад, как здесь в доме Гагарина, приближается к красной линии улицы
И этот огромный двор-курданер XVIII века превращается в маленький небольшой палисадник перед главным фасадом, который отделяется от улицы небольшой оградой, не как в доме Пашкова сплошной, да, закрытый, а ажурной решеткой с воротами. И мы видим это здание для того, чтобы оно, в свою очередь, составляло парадный облик улицы, в данном случае бульвар. При этом сама система из нескольких строений, соединенных в единую композицию, сохраняется. Главный дом по центру большой, 2 флигеля, объединенные полукруглой вот такой вот стеночкой, да, которая в правой части, например, абсолютно декоративная, ложная и скрывает за собой въезд на дворовую территорию. Вот так вот выглядело это здание. В реальности фотография 1937 года, как вы видите, действительно небольшая ограда, очень изящные флигели боковые, перекрытые куполами маленькими. Вот это вот полукружие, это купол. И центральная зона, выделенная портиком. Но портик этот уже не совсем такой, как в эпоху раннего классицизма Баженова и Казакова. Колонны отдельно стоящие. При этом колонны в боковых частях поставлены в 2 ряда. И поддерживают они раскрепованный антаблемент. Что такое раскрепованный? То есть имеющий выступы и углубления, да? То есть сложная композиция, перенасыщенная. Сверху над этим антаблементом мы видим полукруглое окно по центру, вот здесь вот, над которым уже 2 ската кровли, которые напоминают нам треугольный фронтон. А над этими скатами ступенчатый аттик. Композиция сложная, но на самом деле сейчас я вам объясню, почему Баве использует ее здесь в центре. На что похож этот портик? Что он напоминает? Почти, чуть позже. Ну, понятно, что вся ордерная система у нас уходит корнями в греческую архитектуру. Рим. А в Риме что? Триумфальные арки. Посмотрите, центральная часть утопленная как бы вглубь, поскольку по центру нету 2-го ряда колонн, и сверху продолжающееся полукружием окна издалека может оказаться похожим на арочный проем, над которым аттик. И издалека, если расфокусировать зрение, это напоминает триумфальную арку. И сходство с триумфальной арки Баве намеренно дополняет скульптурой. Крылатые славы с венками в руках. Что вообще такое триумфальная арка? Сегодня мы много будем вспоминать об этом. И вообще архитектура после пожарной Москвы, конечно же, проходит под лозунгом ампира. Что такое ампир? Ампир, с точки зрения архитектурного стиля, это ответвление архитектуры классицизма, которое основывается на ордерных пропорциях, на использовании ордера и его декоративных элементов, симметричной системе, планировки, внутренней, внешней композиции фасада и так далее. Чем же ампир отличается от классицизма? Как их отличить? Во-первых, временем создания. Да, если мы говорим именно о России, о русской архитектуре, после 12 года. Ампир приходит к нам в страну вместе с французами, с Наполеонами. Во Франции ампир выражает, несет в себе семантику военного триумфа, военной победы. Да? Империя, победоносная империя, которая присоединяет новые земли, одерживает победы в битвах, создает прославляющую свои деяния архитектуру. То, что делала Римская империя. Именно в Риме появляются у нас триумфальные арки, которые предназначались для встречи войск победителей, возвращающихся в город. Триумфальные колонны. Вспоминаем Александрийскую колонну в Санкт-Петербурге. И, конечно же, это архитектура государства-победителя, да, триумфатора. Она пришла к нам вместе с Наполеоном, ну а потом
после нашей победы в Первой Отечественной войне, была заимствована и впитана русскими архитекторами, которые в своих творениях, в своих созданиях прославляют недавнюю, еще живую в памяти москвичей, победу в этой войне, что и делает Осип Иванович Баве. И вот этот вот декоративный аттик сверху, что такое аттик? Это просто вертикальная стеночка, которая венчала триумфальные арки в Риме, и предназначалась она для единственной вещи, для нанесения надписи, что эта арка поставлена таким-то императором в таком-то году в честь таких-то побед. Да? Здесь никакой надписи нет, поскольку это жилой дом, но сама форма отсылает нас именно к триумфальной тематике. Отсюда же и фигуры слав, тоже из римской архитектуры. К сожалению, дом Гагарина на Новинском бульваре не сохранился, потому что в один из первых авианалетов уже во время Великой Отечественной войны в июле 1941 года в него попала бомба, и он был разрушен. Только какие-то отдельные элементы из интерьера, из внешнего декора сохранились в разных московских музеях. Мы поговорили немножечко о жилых строениях. Конечно, их огромное количество, все упомянуть невозможно, но гораздо нагляднее были масштабные общественные преобразования, точнее, общественных зон Москвы. Главной площадью города исторически являлась Красная площадь. Но к началу 19 века этот статус главной площади уже не совсем подходил под то, чем являлась Красная площадь к этому моменту. Во-первых, Оливизов ров, который шел вдоль Кремлевской стены от Неглинной до Покровского собора, и огромное количество торговых строений на самой площади. Вот здесь, на этой акварели, с левой стороны вы можете увидеть одну из торговых лавок, которые подковой опоясывали Красную площадь. Вот ракурс с другой стороны, 1801 год. Да? Где мы находимся, понять не сразу можно. Да? Вы видите Воскресенские ворота вдалеке, Арсенал желтенький, да? Никольская башня, еще не надстроенная готическим шпилем. Мы находимся на Красной площади, но Кремлевской стены мы не видим. Справа и слева торговые строения и, собственно, торговля, которая ведется на самой площади. Конечно, в пожаре 1812 года все торговые строения на Красной площади и в Китай-городе выгорели, и Осип Баве решил взяться за преобразование Красной площади и возвращение ей ее первоначального лица. Что он предлагал сделать? Во-первых, снести все и никогда не возвращать сюда вот такие вот небольшие двухэтажные или одноэтажные торговые строения. Во-вторых, засыпать ров, вот этот самый ров вдоль стены, и ближе всего к стене разбить небольшой зеленый бульвар, для того, чтобы можно было по нему прогуливаться и спускаться к реке. И там же между площадью и этим бульваром он предполагал проложить небольшую дорогу в сторону реки и набережной. Ну и самое главное, как-то систематизировать торговлю, которая, конечно же, концентрировалась в Китай-городе, который выходил, собственно, своей одной стороной на Красную площадь. Что в итоге Баве предлагает сделать? И еще, извините, забыла, сохранить Воскресенские ворота, да, восстановить здание, древнее здание Думы со шпилем. И самое главное, Баве составляет проект верхних торговых рядов, которые стояли на месте нынешнего ГУМа вплоть до его возведения, уже на рубеже столетий. Как же выглядели эти верхние торговые ряды? Это было протяженное прямоугольное здание с двумя выступающими ризолитами по краям, четко симметричной композицией фасада, снова с наложенным портиком, треугольным фронтоном, сверху купол в центральной части, да, и центральная ось торговых рядов
была ориентирована ровно на угол Сената Матвея Федоровича Казакова и на его купол. Да? И посередине этой оси, этого отрезка точнее, оказывалась Сенатская башня Московского Кремля. То есть Баве продумал, как вписать новые сооружения, новые стилистики, да, эпохи классицизма, ампира в древний ансамбль Кремля, Покровского собора и построек, виднеющихся за Кремлевской стеной. Вот чуть-чуть выше мы можем посмотреть на Красную площадь и увидеть, что Баве все-таки немножечко схалтурил. Здание верхних торговых рядов было не столь широким, коим в итоге получился нынешний ГУМ. И, по сути, являлась декоративной стеночкой, которая скрывала огромное количество торговых, хаотичных, великих, разноэтажных хозяйственных построек за ним. Видите, да, вот эти вот красно-зелененькие крыши сзади за торговыми рядами. Но при этом, находясь на площади, мы их не видели. И все было очень красиво и регулярно. И вот здесь, вот на этой фотографии, мы можем видеть главный центр фасада, снова наложенный портик, тосканские полуколонны. И в 1818 году перед фасадом верхних торговых рядов был установлен, я думаю, вы помните, памятник Минину Пожарскому, скульптора Мартеса, который идеально вписался в эту выстроенную Баве систему. Ось между Сенатом, Сенатской башней, куполом верхних торговых рядов. И здесь же, на этой оси, оказался памятник. И Минин своей рукой, на самом деле, показывал на Кремль, на Сенат. И после того, как его передвинули уже в советское время к Покровскому собору, конечно, вот эта вот композиция симметричная и эта задумка первоначальная Мартеса была утрачена. Вот фотография 1983 года. Следующей большой общественной зоной в Москве, конечно же, была площадь к северо-западу от Кремля. На месте нынешнего Большого театра находился так называемый Петровский театр Медокса, построенный еще в XVIII веке, который несколько раз горел, и на самом деле сгорел еще до пожара 1812 года, и к тому моменту, когда в Москву вошли французы, он уже стоял в развалинах. Но поскольку восстанавливали, отстраивали весь город целиком, то Баве решил взяться и за перестройку театра и организации площади перед ним. Площадь была не совсем похожа на площадь. Ров Неглинной реки, которая протекала вдоль Китайгородской стены, какие-то кустарники, заросли, огромное количество хаотичных, снова же, торговых строений, да? И в центре этого хаоса полуразвалившееся, сгоревшее здание Петровского театра. Баве долго думал, как это все урегулировать, придать этому приличный вид. Было несколько вариантов, как вы видите. Сначала небольшую площадь пытались сделать прямоугольный, вытянутый вдоль улиц охотный ряд и вдоль Китайгородской стены. Потом был вариант с трапециевидной формой, прямоугольной формой. Но вот в этом вот предпоследнем варианте 16 года мы видим, что театр оказывался чуть криво расположен относительно оси площади. Нужно с этим что-то было делать. И в результате было принято решение образовать новую прямоугольную площадь путем строительства новых зданий, которые бы выравнивали площадь по оси здания театра. Вот так вот по задумке Осипа Баве это должно было в идеале выглядеть. Прямоугольный театр, выполненный в стиле ампир, включил в себя белокаменное мощное основание театра Петровского XVIII века и вырос над ним
Перед главным фасадом была разбита площадь, как я уже сказала, которую образовывали 4 строения. Нынешний Малый театр, да, еще строение противоположное ему и 2 таких же строения на месте нынешней гостиницы «Метрополь» и нынешней гостиницы «Москва». Китай-городская стена, внизу, вот здесь вот вы ее видите, оказывалась не параллельно одной из граней прямоугольной площади. Поскольку стену передвинуть было невозможно, и что-то строить капитальное перед ней тоже было довольно странно, было принято решение выровнять этот прямоугольник, разбив цветник, небольшую зеленую зону, которая бы скрывала кривизну Китай-городской стены. Что делает Баве? Баве не строит все эти строения, он проектирует внешний вид фасадов, пропорции, которые должны были поддерживать главенствующую роль зданий театра, а внутреннюю наполненность, да, эти корпуса, скрытые со стороны площади, строили уже хозяева за свой счет. Естественно, это вылилось в то, что строительство затянулось. Самое последнее здание на месте нынешней гостиницы отстраивается уже только в конце 30-х годов. Но поговорим немножечко. Вот еще сверху план площади театральной. Гравюра 1935 года по результату строительства. Да, мы смотрим со стороны портика Большого театра. Как вы видите, такие симметричные, одинаковые строения формируют эту площадь. И сам театр прямоугольный в плане, с изящным портиком, с ионическими колоннами. Сверху полукруглое термальное окно, как в доме Гагарина на Инском бульваре, в котором была установлена скульптура Аполлона с квадригой. С Большим театром была связана такая долгая, запутанная, но из 21 века выглядящая довольно забавной история. Дело в том, что когда Баве взялся за проектирование театра, он разработал проект, отправил его на утверждение в Академию художеств в Санкт-Петербург, где, изучив проект, правление сказало, что не нужно, чтобы Осип Баве строил театр. В Москве у нас есть свои здесь прекрасные архитекторы, он и так занимается всем благоустройством города. Давайте мы проведем открытый конкурс. Был объявлен конкурс на составление проекта, в котором победил архитектор Михайлов, который предложил, по сути, переработанный проект Баве, подписанный своей рукой. Он был утвержден. Проект Михайлова из Санкт-Петербурга был отправлен в Москву, но поскольку у Михайлова не было, видимо, желания, энтузиазма или времени присутствовать в Москве на стройке, в результате фактически строил театр снова Баве. То есть Баве строил театр по собственному проекту, переделанному Михайловым. Да? Ну, такие бюрократически запутанные истории. И при этом Баве, увидев то, что изменил в его идеях Михайлов, понял, что вместе с его изменениями также увеличилась смета стройки, которая доходила до 1 миллиона 250 тысяч рублей. Это колоссальные деньги по тем временам. И когда он уже начал строить театр, ему московские власти начали намекать, что слишком дорого получается, Осип Иванович, у вас увеселительное строение. И уже в процессе строительства Баве снова вносит изменения, уменьшая высоту здания на 4 метра, уменьшая количество каких-то дорогостоящих отделочных материалов и так далее. В результате получившееся здание было насыщено всеми возможными современными механическими, техническими средствами, необходимыми для театральных постановок. И система сменяющихся декораций, и ложи, которые были поддерживаемы кронштейнами, что обеспечивало идеальное обозрение сцены из любой точки зала. Поднимающаяся зона портера. Представляете себе Большой театр? Ну,
любой большой театр, да, сейчас это уже, конечно, 20 раз реконструированное здание, но в те дни, когда в театре предполагалось проводить не балетные постановки, не оперы, а, например, маскарады, да, или балы, все стулья из партера убирали, и благодаря специальному продуманному БАВЭ и его инженерному механизму зона партера поднималась до уровня сцены и образовывалось единое пространство, где можно было танцевать, общаться с людьми, где могли размещаться музыканты и так далее. Да? К сожалению, театр БАВЭ сгорел в 50-е годы 19 века, и его уже восстанавливает архитектор Кавас в совершенно других пропорциях и по моде уже совершенно другой эпохи, другого времени. Но несмотря на перестройку Каваса, вот на этой вот гравюре раскрашенной мы видим уже перестроенный театр, сама идея абсолютно симметричной, регулярной площади эпохи классицизма, ее облик сохраняется и до конца XIX века. Как видите, это иллюминация театральной площади ко дню коронации Александра II в 1956 году. От театра расходятся бутафорские деревянные временные галереи подсвеченные, да? И вот так вот выглядела театральная площадь БАВЭ с этими симметричными зданиями в сторону Московского Кремля. Не пощадил пожар и другое важное и для культуры, и для науки Москвы здание Московского университета, построенное еще в 80-е годы XVIII века Матвеем Федоровичем Казаковым. Вот на этом рисунке мы видим, как оно выглядело первоначально. Здание, по своему несчастью, было смешанного типа, то есть нижняя часть сложена из камня, верхняя часть деревянная, и, конечно, в пожаре верхняя часть выгорела полностью. И, конечно, жалко архитектуру, но это все восстанавливаемо. К сожалению, в пожаре погибла коллекция живописи, коллекция гравюр, какие-то сочинения профессоров Московского университета. В общем, те материалы, которые нельзя было уже восстановить. И второй ведущий архитектор Москвы в то время Доменико Жилярди берется за восстановление зданий Московского университета и значительно ничего не меняет. Можно вот так вот переключать между этими двумя фасадами и искать отличия. У Казакова не было фронтона, не было круглого купола по центру, был гораздо менее выражен нарядный портик по центру, был минимальный декор на фасаде и на боковых флигелях. У Жилярди все-таки подчеркивается эта ампирная тематика. Во-первых, мощным таким монументальным дорическим портиком. У Казакова он был ионический. Понимаете, да, чем отличается ордер? Ордер это ордерная система, это система пропорций. И для простых людей, да, для нас с вами, проще всего отличить один ордер от другого по типу колонн. А колонны по типам проще всего отличить по капителям в верхней части. Самый простой это дорический ордер с такой прямоугольной подушечкой, да, мощными толстыми колоннами. Чаще всего дорический ордер ассоциируется с мужским началом. Второй после дорического ордера ионический, женский, с валютами, завитками двумя. Колонны более тонкие, более высокие, вытянутые. И третий ордер, самый нарядный, коринфский, у колонн которого капители состоят из листьев аканта и других декоративных элементов. Поскольку в моде после 12 года у нас стиль ампир, то, конечно, дорический ордер, мощный мужской, да, воинственный ордер, был в ходу у архитекторов. И поэтому Жилярди именно его использует в отделке фасада Московского университета. При этом он сохраняет композицию, он включает в центральную зону аудиторию с полуротондой, которую как раз снаружи перекрывает куполом. И по бокам от этой аудитории он симметрично размещает учебные аудитории. Вот так вот выглядит новое здание университета, снова с небольшим палисадником перед фасадом, в котором, кстати говоря, уже в первые годы
советской власти в рамках плана ленинской монументальной пропаганды были установлены скульптуры Герцена-Огарева. Если мы присмотримся к декору здания, то здесь тоже можно прочитать военную семантику. Зажженные факелы в виде рельефов, медальоны. Да? И несмотря на то, что тематические фризы посвящены, конечно же, наукам и искусству, тем не менее, вот эта триумфальная мощь ампира, в первую очередь в толстых, с отсутствующими базами колоннах, она с легкостью прочитывается. Напротив, почти напротив Московского университета, рядом с ним, в это же время выстраивается Московский манеж. Был ли кто-то из вас на первой лекции из курса, посвященной... Были, да? Ну, тогда 3 минуточки, немножечко. Мы вспомним, повторим то, что было сказано на первой лекции про манеж. Вообще возникновение манежа, а в то время, в начале 19 века, его называли «экзерцергаус», то есть немецкое слово, обозначающее крытое здание, помещение для военной муштры. Чтобы в холодное время года, а в нашей стране это очень актуально, солдаты не мерзли, маршируя на улицах, и не продирались сквозь сугробы. Первые экзерцергаузы выстраиваются в Санкт-Петербурге, естественно, по заказу Павла I. И поскольку после победы 12 года в Москве остается большое количество военнослужащих, им необходимо было где-то проводить свои учения. И Москва нуждается в строительстве экзерцергауза. В качестве места был выбран, можно сказать, пустырь к западу от Кремлевской стены, на котором находились ранее фортификационные сооружения еще Петровского периода, такие выступающие треугольные земляные валы по типу укреплений Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Их срыли, торговые деревянные постройки снесли и освободили место под строительство манежа. Здание было возведено в 17 году за очень короткий срок, 6 месяцев. Автор Августин Бетанкур занимался исключительно этой постройкой и в результате произвел на свет такое удивительное с инженерной точки зрения сооружение. Снаружи это прямоугольное одноэтажное здание, по всему периметру украшенное трехчетвертными колоннами, то есть даже не полуколонны, а именно трехчетвертные выступающие колонны, перекрытая двухскатной кровлей, а внутри целая сложная конструкция из деревянных стропил и перекрытий. В чем же заключалась ее уникальность? В задачу Бетанкура входило создание помещения, в котором бы одновременно могло поместиться 2000 человек. При этом для военных маневров необходимо было, чтобы это помещение было безопорным. Никаких столбов и колонн по центру этого огромного зала не должно было быть. И Бетанкур придумывает следующую систему. Через всю ширину, которая насчитывала 45 метров, были перекинуты от одной несущей стены к другой деревянные стропила из многовековых сосен в количестве 30 штук, на которые сверху уже крепилась система кровли. Да? При этом по центру никаких деревянных столбов, никаких металлических конструкций, поддерживающих этот потолок, не было. В отличие от нынешнего вида манежа, изначально эти брусья были подшиты, зашиты потолком, и конструкция не была видна изнутри. Они, да, были составлены из нескольких.
Но, к сожалению, из-за спешки, из-за этих ограниченных 6 месяцев, поскольку к ноябрю манеж нужно было сдать в присутствии императора, видимо, да, спешили, что-то не так сделали. Что именно пошло не так, до сих пор исследователи спорят. Вроде там чем-то как-то дополнительно не пропитали эти балки, но большая часть исследователей сходится во мнении, что металлические листы железа, которыми была покрыта крыша сверху, так сильно нагревались на солнце, что высушили за несколько лет все деревянные конструкции, и к 19 году в них пошли трещины, их повело, и стало понятно, что нужно что-то с манежем делать. И, собственно, за переделку манежа снова берется Осип Баве, о котором мы сегодня, наверное, будем говорить больше, чем обо всех других архитекторах. Баве переделывает конструкцию и вносит незначительные изменения в внешний облик, пытается добавить скульптуры по внешнему фасаду и какие-то небольшие рельефные элементы. Если мы посмотрим сегодня на архитектуру манежа, мы снова прочитаем ампирные черты. Во-первых, дорический ордер колонн, да, которые по периметру опоясывают все здание. Колонны эти поддерживают фриз, который называется страшным словом триглифометопный. Я могу вам объяснить, что это значит, потом будете встречаться с друзьями и расскажете им, будете хвастаться своим знанием. Триглифометопный, то есть состоящий из триглифов, вот они, посмотрите, 3 вертикальные дощечки. Это триглифы. И метопов. Метопы — это скульптурное заполнение плоскости между триглифами. Почему триглифы называются триглифами, почему они так странно выглядят? На самом деле практически все декоративные элементы в классической ордерной архитектуре изначально в эпоху Древней Греции, о которой мы сегодня вспомнили, представляли собой конструктивные элементы, которые выполняли конкретные функции. Что такое, та же самая колонна, да, это несущая опора стоечно-балочной системы каркаса здания. Что такое триглифы? Триглифы — это торцы вот тех самых деревянных балок, которые перекрывали крыши в древнегреческих храмах. Понятно, что деревянные стропила манежа не выходили на главные фасады и не превращались в триглифы, но вот декор уходит корнями именно туда, в эту конструкцию. Так вот, этот триглифометопный фриз, поскольку мы говорим об эпохе ампира, был посвящен, конечно же, военному триумфу. Будете прогуливаться вдоль манежа, обратите внимание, все эти рельефы представляют собой либо арматуру. Арматура — это скульптурное либо рельефное изображение букета из знамен, орудий, щитов, шлемов, чаще всего античных, да, античного одеяния воинов, так или иначе посвященного той или иной войне, в данном случае победе в Отечественной войне 12 года. Или если мы посмотрим с вами на советские здания после 1943 года, мы увидим такую же военную семантику, уже посвященную Второй мировой войне. И вот эта вот фотография, главный вход в манеж, кстати говоря, располагался со стороны Никольской улицы, ближе всего к Кутафьей башне. И ответ, почему именно этот фасад главный, тоже довольно простой. Нынешняя Манежная площадь, вот где у нас торговый центр, вот это все, фонтаны, купола и прочее, был застроен целым жилым районом, который был пересечен даже 2 переулками, Лоскутным и Обжорным. И фасад манежа упирался в эти жилые постройки и никак не мог быть парадным, главным. А здесь, со стороны Кутафьей башни, была площадь, которая называлась, кстати говоря, первоначально Манежной площадью. И здесь же стоит отметить, что Баве намеренно и Бетанкур намеренно оставляют огромный треугольный фронтон пустым. Обычно в центре фронтона что-то есть, какое-то окно или рельеф, скульптура. Здесь пустой фронтон. Во-первых, для того, чтобы не утяжелять и без того тяжелое приземистое здание, да? А во-вторых, строя манеж, архитекторы
руководствовались тем, что главным с архитектурной точки зрения, композиционной точки зрения на этом участке все-таки является Московский университет с гораздо более нарядным выступающим портиком, украшенным как раз скульптурами. А манеж — это уже второстепенное и второе по значимости сооружение. Так вот, обращаясь к фасадам, мы здесь тоже можем заметить образ триумфальной арки. Только не однопролетной, а трехпролетной. Да? Огромные деревянные двери, конечно же, в верхней части декоративные, потому что открывается только нижняя часть. Да? Это как 3 пролета огромной арки. И верхняя зона стены над этими пролетами тоже украшена рельефами с знаменами, пушками, пиками, мечами и латами, прославляющими победу русского оружия в Отечественной войне 12 года. С другой стороны от манежа, да, с одной стороны Маховая улица, а с другой стороны было тоже все довольно плохо. Во-первых, река Неглинная, которую мы как раз видим на этом изображении, берега которой были почти болотной местностью, кустарники, какие-то заросли, камыши. С левой стороны, да, относительно нашего ракурса, торговые постройки, справа Кремль. Баве понимал, что нужно каким-то образом благоустраивать эту территорию. При возведении, проектировании Театральной площади реку Неглинную, которая протекала вдоль Китайгородской стены, убрали под землю. То же самое произошло и здесь. На месте зарослей по берегам Неглинной был разбит сад. С одной стороны он ограничивался Кремлевской стеной, с другой стороны была выстроена небольшая ограда, ограничивающая его территориально. Что же это был за сад? Сад этот сочетал в себе элементы регулярного сада, то есть прямые дорожки, перпендикулярные небольшие маленькие дорожки, ровные аллеи лип. Вот здесь на этой гравюре мы видим липовую аллею, которая была высажена еще при Баве. Так вот, эта регулярная система сочеталась с нерегулярной пейзажной частью, так называемым английским парком, который выразился в создании грота в Александровском саду и плавным, виляющим, изгибающимся тропинкам, дорожкам, которые в некоторых местах перетекали в пандусы. Вот особенно сейчас, когда открыли парк Зарядье, мы понимаем, что эти идеи, которые были реализованы здесь, в 21 веке, вполне нашли себя и в начале века XIX в проектировании Александровского сада. Вот на этой другой гравюре уже середины XIX века мы можем поближе увидеть эти пандусы. Да? Они плавными линиями сходили с моста перед Кутафьей башней и поднимали посетителей на вершину грота. В сад было 2 входа. Один со стороны Воскресенских ворот, то есть там, где он и сейчас есть, да, со стороны исторического музея, а второй со стороны Никитской улицы мимо Кутафьей башни. Вторая часть парка за этим мостом проектируется уже чуть позже. Как я уже сказала, сад состоял из лип, да, липовой аллеи, при этом кусты роз, шиповник, рябина, березы, то есть в принципе все то, что сейчас там растет, оно было задумано и первоначально. Но, к сожалению, сейчас преобладает все-таки вот эта регулярная часть с прямоугольными клумбами, тюльпаны, розы, все очень четко, симметрично. Здесь, конечно, пейзажной части было больше. Но сейчас сохранился грот. Грот в Александровском саду – это искусственно созданное произведение искусства архитектуры, имитирующее естественное углубление в скале, в горе, то есть грот, природный грот, да, который был намеренно архитекторами сложен из неотесанных блоков белого камня, в груду которых частично были внедрены камни
очень схематично обтесанные под капители колонн. Поэтому, если вы будете в каких-то путеводителях или у каких-то экскурсоводов слышать рассказы о том, что в составлении этой горки, грота, были использованы мраморные капители колонн со строений, которые были разрушены французами в Москве, нет. Если вы достаточно просто прийти, на самом деле, в Александровский сад, посмотреть на эти капители и понять, что они не настоящие, что это просто декоративный элемент, созданный именно для этого грота. Но, тем не менее, это природная кладка каких-то руин, развалин, античных сооружений, она и была реализована Баве. А внутрь самого углубления намеренно была внедрена разительно контрастирующая с этими булыжниками конструкция, колоннада из намеренно усеченных, как будто утопленных, загнанных под землю тосканских, дорических, римских колонн, которые поддерживают снова фриз с, вот здесь поближе будет видно, наконец-то, с арматурами. Мы видим римские шлемы, щиты, мечи, да, которые, соответственно, прославляют снова победу в Отечественной войне 12 года. Конечно, вообще патриотический подъем строительства в Москве в 10-20-е годы 19 века не мог обойти стороной и жизненно необходимые типы сооружений, в первую очередь больницы. Да, с театрами все понятно, театр нужен, но не так же необходим, как больница. Причем с больницами было в Москве все очень плохо, поскольку имеющиеся к 2020 году могли одновременно принять 1000 больных, а при населении Москвы 300 тысяч это было катастрофически мало. Поэтому было принято решение строить городскую больницу, так называемую Градскую больницу на Большой Калужской улице, недалеко от уже имеющейся Голицынской больницы Матвея Федоровича Казакова. Их очень часто путают, они очень похожи. Так вот, эта Градская больница должна была быть построена на собранные москвичами деньги, но здесь тоже не получилось, поскольку москвичи собрали только около 4000 рублей, а итоговая смета проекта Баве достигала 1 миллиона рублей. Поэтому приходилось искать другие средства. Причем смета эта постоянно увеличивалась, особенно она сильно начала увеличиваться, когда проектом начала интересоваться Мария Федоровна, в видении которой, собственно, построенная и функционирующая больница должна была поступить, и Мария Федоровна, изучая архитектурный проект, говорил: так, церковь, слишком маленькая церковь, в ней мало места, нужно убрать колонны, чтобы было больше пространства, и давайте вокруг, сейчас давайте я переключу на церковь, вот здесь вот виднеется эта часть, дворовый фасад, давайте вокруг объема церкви мы расположим палаты для выздоравливающих больных, чтобы во время богослужений можно было открыть двери, и они могли бы наслаждаться песнопениями. Идеи хорошие, да, но когда проект уже начал реализовываться, когда уже были выложены фундаменты, какие-то первые конструкции, вносить изменения означало увеличивать смету в разы. И поэтому она росла до того момента, как, собственно, император вмешался и сказал: так, все, больше ни 1 рубля, разбирайтесь сами. И Баве начал находить какие-то лазейки, поскольку по его задумке интерьеры храма и фасада должны были украсить рельефы и скульптуры лучших скульпторов, да, которым, соответственно, надо было заплатить хорошие деньги, а этих денег не было. И он обратился к этим скульпторам, скульпторы ему отказали, и он через комиссию строения Москвы, то есть надзирающий над всеми архитекторами и скульпторами орган, и через Академию художеств обязал их участвовать в украшении Градской больницы бесплатно. В общем, там были забавные случаи, но в итоге все-таки получилось украсить. Но давайте вернемся чуть-чуть к архитектуре. Как вы видите, снова прямоугольное вытянутое здание, симметричный фасад, по центру портик ионический, да, треугольный фронтон. И здесь Баве, в отличие от Казакова, своего учителя, предшественника, прячет со стороны главного фасада купол храма.
То есть вот глядя со стороны Ленинского проспекта, нынешнего Калужской улицы, мы не сразу понимаем, что там внутри есть церковь. А вот этот маленький купол открывается только со стороны заднего фасада. И этот купол, вообще конструкция, стала довольно интересной для своего времени. Вот слева можете увидеть разрез церкви. Это ротонда, опоясанная ионической колоннадой, перекрытая сверху куполом. Тоже вполне типично. По центру купола окулюс, то есть окошко, дырка, сквозь которую должен проникать, по логике, естественно, солнечный свет. Но над этим внутренним куполом храма есть еще один, внешний, в котором с 4 сторон проделаны окна люкарны. Вот они, такие вот полукруглые, виднеющиеся снаружи. И свет попадал через них внутрь и дальше уже в окулюс и, собственно, в пространство храма. Вот такая вот сложная система траектории движения солнечного света. Еще одна больница Новоекатерининская, которая сейчас находится на площади Революции, рядом с Высоткой, была переделана из жилого дома Гагариных, собственно, Петровских ворот, и внешне по всем канонам классицизма и ампира была выполнена. Московский институт благородных девиц, который был открыт в самом начале XIX века, строил его Жильярди-старший. В 12 году здание сгорело, и уже в 20-е годы сын Жильярди-старшего, Доменико Жильярди, вместе с Григорьевым отстраивают здание в новой стилистике ампира. Но вот на этой вот фотографии уже конца 19 века тоже все эти черты мы можем увидеть. То же самое происходит и с Вдовьим домом, который, кстати говоря, сгорел в пожаре 2012 года, но с этим связана довольно трагичная история, поскольку в нем находились, во время Отечественной войны, находились на лечении раненые русские солдаты, за которыми, собственно, ухаживали вдовы, и французская армия, отступая, подожгла это здание, в котором, собственно, погибли все раненые, все люди. Но Доменико Жильярди снова за своим отцом, да, перестраивает, ремонтирует, реконструирует внутри строение по моде своего времени. Он у нас находится на Баррикадной улице. Да. И, конечно, во время восстановления Москвы строили жизненно необходимые сооружения. И церковное строительство ненадолго, но все-таки чуть-чуть отходит на второй план. Тем не менее, нельзя обойти стороной церковь всех скорбящих на Большой Ордынке, рядом собственно, на Большой Ордынке, она сейчас так и выглядит, современные фотографии, перестроенная Осипом Баве постройка, предположительно, Василия Ивановича Баженова. И в отличие от церквей предшествующих периодов, в ампире большую популярность набирают храмы-ротонды. Основу этой системы, этой композиции закладывает еще в своих произведениях, конечно, Матвей Федорович Казаков. Но не могла не включить ее в лекцию. Посмотрите, какая удивительная планировка. Трапезная с 2 пределами, да, круглая в плане колокольня и примыкающая к трапезной сама ротонда храма. Украшены снаружи снова портиками, да, 2 колоннами, 4 колоннами и вот такими типичными для ампира наличниками с полукруглым окошком в верхней части. В заключении лекции, которая, на удивление, вписалась сегодня в регламент, я хочу рассказать вам о 2 самых, наверное, значимых проектах, один из которых так и остался на бумаге, а второй был претворен в жизнь. Вообще с Отечественной войной 12 года связано у нас возникновение типологии мемориальных сооружений.
именно русских, да, мемориальных сооружений. После победы в Отечественной войне 12 года архитектор Адамини строит на местах главнейших сражений небольшие обелиски, часовни. В Смоленске такой сохранился, на Бородинском поле, те, которые дошли до нашего времени. И, конечно, мемориальным сооружением, таким как мемориальные комплексы советского периода, да, в начале XIX века выступали, конечно же, храмы. И в 17 году было принято решение, в 13-м, простите, было принято решение построить в Москве храм Христа Спасителя в честь воинов, отдавших свою жизнь за освобождение России от французских войск, от Наполеона. Проект должен был стать колоссальным. Был объявлен конкурс. По результатам конкурса победителем стал проект академика Александра Витберга, который вы видите как раз перед собой, который предлагал возвести на холме Воробьевых гор огромный храм, целый комплекс, да, мемориальный комплекс, мемориальный храм. Проект огромный. Во-первых, храм состоял, по задумке Витберга, из 3 храмов. Один храм подземный, мы не видим его, да, со стороны реки. Второй храм наземный, имеющий форму прямоугольника, да, и украшенный с 4 сторон портиками. И верхний, 3-й храм ротонда, что, в свою очередь, должно было олицетворять храм тела, храм души и храм духа. Да? То есть вот эта вот идея тройственности, свойственная православию, она закладывалась в архитектурную программу этого сооружения. Храм, расположенный на возвышенности, выходил одним из своих фасадов, которые все были одинаковые, простите, к лестнице, которая насчитывала 440 ступеней и спускалась к берегу Москвы-реки. Проект Витберга был утвержден, был принят к реализации. Торжественная закладка состоялась в 17 году, однако после воцарения Николая I на престоле строительство было заморожено. И начались проверки. Как сейчас у нас происходит, то же самое происходило тогда в 25 году, в результате которых были выявлены крупные хищения в сметах на материалы, в стоимости доставки, в стоимости оплаты работ и прочего. Витберга отстранили от строительства и, более того, его обвинили в хищении и сослали. Правдивы ли эти документы? Правда ли это было так? Правда ли Витберг как-то там совершал какие-то махинации со сметами, до сих пор неизвестно. Да? Возможно, где-то в архивах еще кто-то откопает эту информацию и прольет свет на эту ситуацию. Но, тем не менее, проект был заморожен. И по указанию Николая Баве вместе с Жилярди и с Львовым в конце 20-х годов проводили исследования на месте стройки храма Христа Спасителя Витберга и выявили, что грунты, вообще почва, ну, как вы знаете, да, на высоком берегу реки довольно подвижна, ее постоянно подмывает сама река. Под землей огромное количество ключей и речек, там, плавунов и прочего, и она подвижна. А строить чуть дальше от края холма, там, где сейчас стоит высотное здание Московского университета, лучше. И они пытались уговорить императора перенести реализацию чуть подальше от края берега, но в итоге проект не сложился. Почему? Ответ очень простой. Слишком много прошло времени. Витберг начал проектировать в 2013 году. И внешний облик этого здания был соразмерен и отражал ту эпоху десятых годов XIX века. А к 30-м годам XIX века страна изменилась, внутренняя политика изменилась, новый император, новые вкусы, новая государственная политика в области искусства. На арену
приходит Константин Тон. Да? Мы теперь ориентируемся не на Грецию, не на Рим, а на Византию. Ну и в результате, как я думаю, вы помните, храм Христа Спасителя в честь победы в Отечественной войне 12 года был построен, но уже у нас на площади Пречистинских ворот, где и простоял до 30-х годов 20 века. Ну и в завершении нашей лекции я хочу показать вам и рассказать о действительно триумфальной постройке, прославляющей победу в Отечественной войне 12 года. Это триумфальная арка. Снова Осипа Баве, возведенная в 27-34 годах и ставшая первой каменной, то есть монументальной аркой в честь военных побед, построена в честь войны 12 года, построена в Москве. К этому моменту в Санкт-Петербурге, да, уже были Нарвская застава, Московская застава, Генштаб. И на месте нашей триумфальной арки была временная деревянная арка, которая, собственно, была сконструирована для встречи войск, возвращавшихся из Санкт-Петербурга в Москву. И по приказу Николая Осип Баве проектирует перестроить ее в камне. За основу он берет римскую, однопролетную, триумфальную арку. Да, с широким пролетом, широкой аркой, украшенной замком камнем. По периметру сама конструкция украшена нарядными, пышными коринфскими колоннами, фриз, да, сверху скульптуры и, конечно же, по всем канонам аттик прямоугольный, как раз с надписью, помните, да, что написано на арке, что Николай I в честь победы в Отечественной войне 12 года и так далее. Сверху на арке богиня Победы Ника в колеснице с венком в руке встречает победителей. Почему арку решили поставить именно здесь? Где она стояла, помните, да? Около нынешнего... Нет, там была Сухарева башня. Так. Да, рядом с Белорусским вокзалом. Но тогда, как вы видите, здесь вокзала нету. То есть в конце Тверской улицы. Снова Баве здесь выступает как градостроитель. Он замыкает ансамбль Тверской улицы, которая, кстати говоря, вот здесь вот в конце, да, прям ближе всего к арке, выглядела не очень хорошо. Там тоже были какие-то деревянные халупы и так далее. И он, ставя в конце арку, и не просто арку, а арку с кардигардиями, да, вот этими двумя небольшими корпусами по бокам, с куполами, он как бы обозначает, вот, посмотрите, ансамбль, и надо бы всю Тверскую улицу, оказавшуюся между Кремлем, условно, да, Кремлем и Триумфальной арки, привести в соответствие с этими замыкающими, доминирующими сооружениями. Вот на этой вот схеме мы видим, собственно, Тверскую внизу, да, Триумфальную арку, кардигардии по бокам и продолжающееся начало дороги на Санкт-Петербург, которую, кстати, тоже благоустраивают, высаживают там липовые аллеи и как-то прожектируют, определяют красную линию улицы ее будущей застройки. Вот так вот выглядела арка, собственно, в 30-е годы 20 века, уже при Белорусском вокзале имеющемся, и кардигардии были на месте, но при реализации уже другого генерального плана развития города Москвы, сталинского генплана, ее в 1936 году разобрали и уже в 60-е годы после войны собрали заново на Кутузовском проспекте, частично используя первоначальные элементы, а частично заменив их на новые, заново отлитые по эскизам 19 века. Ну, давайте чуть-чуть присмотримся к ней поближе. Это уже современные фотографии. Да? Мы видим здесь верхнюю часть с богиней Никой в колеснице, запряженной в 6 лошадей. И любопытно, что скульптуры выполнялись скульпторами Виталием Тимофеевым, но по эскизам Баве.
То есть Баве сам рисовал, в верхней части слайда вы можете увидеть его эскизы, а скульпторы уже по ним лепили форму и отливали скульптуры в натуре. Собственно, надпись, да, на аттике, вот эти колоссальные колонны, которые поддерживают фриз. И если вы присмотритесь, фриз состоит снова из рельефного изображения щитов, шлемов, орудий, на фоне которых помещены медальоны с гербами 44 городов России, жители которых участвовали в Отечественной войне 12 года, и 6 монограмм с монограммой инициал Николая I. Монограмма Николая I, простите, я уже заговариваюсь, да, ровно над двумя парами колонн по всему периметру арки. В нижней части еще один фриз, снова с арматурой, да, с доспехами, со щитами, с пиками и прочее. Центральная зона украшена скульптурами трубящих слав, которые венчают венками победителей воинов, которые теоретически, да, проходят под аркой, и выделенный здесь по центру замковый камень, центральный камень в складывающейся конструкции арки. И 4 тематических рельефа, наиболее знаменитые и выразительные из которых это освобожденная Москва, где, собственно, Александр I в облачении римского императора в лавровом венке берет за руку русскую, древнерусскую княжну в такой стилизованной, конечно, древнерусской короне, какой-то фантастической, древнерусском, как его тогда понимали в XIX веке, платье, девушку, олицетворяющую Москву. И, собственно, арка, изначально стоявшая на пути в Санкт-Петербург, или наоборот, на пути из Санкт-Петербурга в Москву, была уже в советское время перенесена на Кутузовский проспект из логики, что именно оттуда, чуть дальше, да, начинается старая Смоленская дорога. Ну и до сих пор она там стоит, частично внедренная в ансамбль Поклонной горы, но попытка такая все-таки была, как-то связать эти два мемориальных сооружения, но тем не менее стала за это время настоящим символом города, архитектурным символом и символом его истории. На этом все. Я надеюсь, вам понравилось. Если есть вопросы, задавайте и приходите на следующие лекции.